я сегодня в свою землянку у ручья. Давно я там не был, решил проверить, все ли там в порядке, забрать свои вещи, которые нужно забрать для того, чтобы начать строить третий проект. Ну и лишнее тоже нечего оставлять там. Да и заодно хочу протестировать фэтбайк. Хотя, знаете, на нем я уже проехал почти 100 километров, уже даже разбил экран один. Это уже у меня второй. Поэтому мне есть о чем рассказать, поделиться своими эмоциями и впечатлениями о данном велосипеде. Ну и заодно посмотрим, как там делишки в землянке. Садитесь поудобнее. Пора начинать. Поехали! Как же много кадров. По-моему, около 2,5 недель меня здесь не было. И хотел бы я сказать большое спасибо за эту фотоловушку Руслану, у которого самая скрытная землянка, у которой я так не так давно был. Это он мне посоветовал приобрести именно такую. Здесь аж, смотрите, 12 батареек нужно, пальчиковых. Но она себя оправдывает. А может быть, просто место еще хорошее я выбрал. Полянка. И прям буквально вон землянка моя, даже ее видно отсюда, метров, наверное, 50. И вот на этой полянке здесь просто неимоверное количество животных побывало. Сейчас я, наверное, сделаю видеофрагмент. Вы сможете посмотреть и насладиться всеми видео. Ну, а я пойду пока до земляночки. Все по-старому. Совершенно точно здесь никто не был. Совсем другой коленкор, как говорится. Все в траве, все покрыто зеленью, абсолютно все. И никого не было. Это радует. Я вообще думаю, что это место с трудом кто-нибудь найдет. Ну и если говорить по факту, то на самом деле эту землянку без моей помощи никто еще не находил. Я сегодня взял с собой маскировочную сетку. Хочу ее здесь спереди натянуть,
чтобы вообще никто ее не нашел, эту землянку, во время моего отсутствия. Ну и может быть стол как-то тоже задекорирую, не знаю, там каких-нибудь веток накидаю. Хотя, не знаю, стол можно так оставить. Самое главное, вот это вот огромное строение немножко спрятать, лицевой фасад маскировочной сетью. Вкусно покушать, отдохнуть. Ну и, конечно же, я еще хотел забрать отсюда все необходимые вещи, которые здесь не хотел бы оставлять. О, началось. Конечно, землянка в лесу — это не коттедж. И даже не дачный домик. А какая-либо специальная кровля ей не полагается. Но если когда-нибудь буду строить что-то более основательное, то для крыши выберу андулин. Его даже в самую лесную глушь можно доставить, так как легкий и негабаритный. Да и положить самостоятельно легко. Ни помощников не нужно, ни специальных инструментов. Только молоток, ножовка и нож. Ну а какие еще бюджетные кровельные материалы есть? Популярный профлист, да, он в той же ценовой категории, тоже имеет небольшой вес, довольно простой в монтаже, но перевозить андулин все же удобнее. Его небольшие листы помещаются в легковом авто, а для транспортировки профлиста в размер кровли потребуется спецтранспорт. А он проедет не по каждой лесной дороге, да и денег стоит. Опять же, поднимать профлист самостоятельно не получится. А вот с андулином проблем не будет. Даже дилетант сможет положить кровли из андулина самостоятельно. Нужны лишь нож, ножовка и молоток. Экономия на бригаде порядка 50-80 тысяч рублей. Главное, весь монтаж делать строго по инструкции. Пользоваться только фирменными аксессуарами и гвоздями для крепления листов и аксессуаров. Тогда кровля будет иметь законченный вид, потому что все будет в цвет и в одной текстуре. Если все сделано как надо, то можно быть уверенным, что кровля не протечет. У андулина гарантия 20 лет на это. А при правильном монтаже и уходе сам срок службы и того больше. Листы андулина производятся из пропитанной битумом целлюлозы. Это очень прочный материал. Замечу, что это не картон и не бумага, как многие думают. Понятно, что кровля из андулина не ржавеет, в отличие от того же профлиста. А еще этот материал не трескается на морозе, не накапливает конденсат и не перегревается на солнце. А он еще и шумный какой, профлист. Дождь стучит как по барабану. В то время как андулин под дождем издает только легкое, приятное шуршание. Возможно, вас заинтересует черепица андулин, больше толщины и с другой формой волны, а также с увеличенной до 20 лет гарантией от протечек. Интересная андувилла, битумная черепица с уникальным профилем волны в компактном модульном формате. Что касается пожаробезопасности, она доказана экспериментально. Вот такой легкий, беспроблемный и бюджетный материал. Больше информации по ссылке под видео. Да, отлично, теперь землянка замаскирована. Мало ли, какие-нибудь маргинальные личности сюда забредут, поэтому лишним это не будет. Да и вообще в целом, защита от солнца, скоро лето уже, да, не сегодня-завтра начнется. Июнь месяц не за горами. И смотрите, какая отличная защита от солнечных лучей. Можно вот так вот какие-то дела сделал, маск-сетью закрыл и сидеть здесь на веранде, балдеть, свежим воздухом дышать.
Да, конечно, небольшой лист я принес металла. Ну, для того, чтобы когда вот печь открываешь, оттуда угольки какие-нибудь высыпаются, чтобы они на металл высыпались. Это на самом деле от духового шкафа, короче говоря, поддон, на котором готовят еду. У меня просто он совсем старый был, и я его болгаркой прям вырезал, такой прямоугольник. Но что-то я, по-моему, переборщил, надо было все-таки его сделать побольше. Ну, не суть важно, в любом случае, лучше хоть будет что-то будет, чем вообще ничего, да? А про велосипед я не забыл, не переживайте, а то я пока сюда ехал, да, сказал, что сейчас про мой велик поговорим. Пообщаемся, но чуть попозже. Я предлагаю у костра, когда будет гореть костер, дымок, мы все расслабимся, и вы, и я в том числе. И уже в спокойной обстановке обсудим, что это за велосипед, и я уже в деталях вам расскажу о нем. А сейчас пока делами все-таки надо позаниматься. Прибиваю вот этот лист, и, наверное, даже, я думаю, имеет смысл затопить печушку, потому что здесь, ну, холодно-то ладно, но самое главное, влагой пахнет. Прям сырость такая.
Очень много комментариев было насчет этого тандыра, когда я его делал в прошлый раз. Претензии были следующего характера. Что, во-первых, надо было кирпич обмазать и изнутри весь. Во-вторых, нужно было вот это вот пространство между кирпичами тандыра и землей проложить как раз-таки вот этим вот негорючим материалом: базальтовая вата и фольга. Прибивать к крышке не нужно было этот материал по той простой причине, что вот крошка могла попасть в еду, ну и приятного, конечно же, в этом мало. Я полностью согласен, немножко поторопился, поэтому я принес фольгу. Ну, естественно, еще заранее, когда я приезжал сюда, фотоловушку ставил, там недели 3 назад или 2, не помню, и кирпичи вот эти 7 штук привозил, я еще привез сюда и фольгу. Сейчас базальтовый не горючий материал отдираю, в самом тандыре выкладываю ряд кирпичей. Да, решил я сразу по 10 раз не пачкаться, а обмажу-ка печь изнутри глиной специальной. А то один раз намажешь, потом отмывайся, потом опять раствор месить. Тем более еще есть дела. Как раз пока будет все печка подсыхать изнутри, я еще хочу закопать флягу. А для чего? Я думаю, вы все и сами догадаетесь.
Сколько это теперь сохнуть будет, фиг его знает. А хотел сегодня в тандыре приготовить кое-что. И ладно, все равно приготовлю. И сейчас самое главное, что я хотел, это закопать флягу, сделать схрон. Не буду говорить, где конкретно, не буду показывать, где конкретно, просто покажу вам небольшой пятачок, метр на метр, где я выкопаю яму глубиной, примерно 50 сантиметров, и опущу туда флягу. Фляга тоже уже здесь, и она спрятана в надежном месте в кустах. Так что пойдемте сейчас ее найдем и будем закапывать ее. Для того, чтобы проверить, насколько будет скрытное мое хранилище, мой схрон. Сейчас отойду метров на 10-15, посмотрю, будет ли видно издалека его. И если не видно, то все, в принципе, по такой системе буду здесь хранить какие-то ценные вещи. Ну и также летом, например, в жаркую погоду можно сюда убирать водичку, чтобы она была холодной. Короче говоря, по поводу велосипеда. Фэтбайк. Уже, наверное, месяц, как я на нем катаюсь, наездил порядка 100 километров пробега. Уже упал раза два, наверное. Один раз я упал и разбил экран. Вот этот вот LCD. Кристаллический, или как он правильно называется. Короче говоря, гонять не нужно на нем, потому что скорость он может развивать до 50 км в час, представляете? Поэтому я вот сегодня ехал уже 25-30, так спокойненько. Это все, опять же, мое субъективное мнение, поэтому хейтеры, успокойтесь. Или наоборот, не успокойтесь, наоборот, даже заводитесь и пишите что-нибудь. Я говорю все, что думаю об этом велосипеде со стороны своего использования, да, непродолжительного.
Кто-то, конечно же, скажет, что электровелосипед — это читерство, да, ну, обман, грубо говоря, системы. Возможно, он будет прав. Но обратите внимание, у этого велосипеда, так называемого фэтбайка, колеса 4-дюймовые, они такие широченные. Плюс там амортизатор идет, то есть, ну, нет такой тряски, там, да, не дробит, как бы, велосипед нормально, ну, более-менее комфортно себя чувствую. Можно колеса подспустить, будет вообще полный комфорт. Проехать он может до 50 километров. То есть, ну, заявлено производителем от 30 до 50. Я вот катался на одном аккумуляторе, проехал 32 километра, потом плюнул и все-таки вытащил его и зарядил. И аккумулятор здесь 1000 ватт, 10 ампер-час. Что конкретно мне нравится, что этот велик, он складной. То есть я его могу сложить пополам, прям, да, я сейчас продемонстрирую. Во, все, готово. Вот в таком вот виде можно его транспортировать. Ну и аккумулятор вот здесь вот. Сейчас тоже достанем. Че бы, да, не достать-то, коли начал. И вот такой вот аккумулятор. Съемный. Домой забрал, зарядил. Пришел, поставил. Соответственно, он транспортабельный, и можно вообще куда хочешь с ним уехать. И второе, что я могу ездить по пересеченной местности. То есть, ну, помимо того, что вверх-вниз там подниматься, еще и дорогу я особо не выбираю. Ну, понятное дело, что если там уже совсем песок прям сухой-сухой, то либо колеса подспустить надо, либо спешиваться. Тут как бы понятно. Фонарик есть. Зарядка даже для телефона есть, представляете? То есть телефон садится, я прям раз втыкаю, там, ну, вот этот держатель для телефона, и там есть USB-выход для провода, чтобы заряжать его. 7 скоростей шимановская, ну как она, система Шимана, да, или звездочки Шимана. Сигнал даже есть, то есть можно посигналить. Отличный велосипед, поэтому обращайтесь к продавцу, если вдруг кому-то понравился. Мне очень нравится. А готовить я сегодня буду пиццу. Пиццу в тандыре. Сейчас, как дрова прогорят, готовую пиццу туда поставлю. И закрою крышкой. Но для того, чтобы готовая пицца была, нужно ее приготовить. Поэтому сегодня принес тесто. Ну, что-то мне кажется, что оно вообще дрожжевое. Я его покупал в магазине. Ну-ка. Блин, да, по-моему, дрожжевое. Ну да ладно, что ж. Сделаем такую пиццу на дрожжевом тесте. Сейчас его раскатаю и положу лучок. Сначала томатный кетчуп выдавлю, размажу, потом лучок. Тут у меня колбаска, сыр. Колбасу положу, сыр натру. И еще помидоры дольками выложу. И будет вкуснейшая пицца. Что ж, пока задача раскатать тесто.
А за несколько тысяч километров отсюда сейчас, ну, где-нибудь в Италии, наверное, случился сердечный приступ. Точно вызовите человеку скорую. Ну, я не хотел нарушать традиции. Хотя, наверное, я все нарушил, все, что только можно было. Не зря я взял старый поддон из духовки. Сейчас думал, на чем же пиццу готовить. У меня, конечно, есть сковорода здесь, но как-то ручка, может быть, оплавится там в тандыре. В итоге обратно эту штуку открутил, поддон, на нем пиццу приготовили и потом опять прибью. Знаете, вы, наверное, уже видео посмотрели, что здесь снято. Но тут такой жутковатый кадр один есть. Я не знаю, просто на маленьком экране непонятно. Может быть, на большом я что-то разгляжу, какое-то животное. Но вот я сейчас смотрю. Кромешная ночь. Темень. Просто какая-то тень. Или сгусток какой-то непонятный. И он движется. Что за бред вообще? Я, конечно, в восторге. Столько кадров, столько. Это вообще невероятно. А косули, вот, ну, вы просто представьте, буквально здесь в 50 метрах от меня ночуют и постоянно тусят. Офигеть. То есть я живу с косулями, можно сказать. Класс. Мне это нравится. Немножечко подгорело снизу, но, во-первых, не везде, а во-вторых, это не критично. Но здесь посильнее, конечно, да, подгорело. Первый опыт, ничего страшного. Вот такую приспособу сделал для доставки пиццы домой. Ну а вы что думали, я столько наготовил для себя любимого, что ли? Я, конечно, люблю поесть, но не 4 пиццы же махом. Даже для меня это перебор. Отлично. Все дела, какие хотел, основные сделать, я здесь закончил. Ну и, конечно же, когда-нибудь летом, как раз-таки в качестве отдыха я сюда приеду делать купель. Сейчас, пожалуй, немножко нужно отдохнуть. Да еще и не стемнело. Что это? У меня на велосипеде фонарь есть. Фара. Поэтому вообще без разницы, можно хоть в 12 ночи возвращаться. Ну, сейчас уже 8:30. Темнеет поздно. Солнце позже садится, не как раньше. Так что отдохну напоследок, а потом вещи соберу и каким-то образом
попробую доставить домой жене пиццу. Не знаю, как это сделаю, но надеюсь, получится. А так, в целом, я, конечно, доволен тандыром. Великолепно. Мне понравилось. То есть, по сути, немножко надо научиться им пользоваться. Ну, то есть, прогрел его. И по прошествии определенного времени, когда там все прогорело уже, часа полтора его прогревать надо, уже можно готовить какое-то блюдо. Ну, с другой стороны, мясо, наверное, я думаю, потребуется уже все-таки, чтобы кирпичи были вообще прям очень горячие. Ну, для мяса, да? Для свинины. О, ладно. Главное, часа на 2, на 3 не вырубится. Опа. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео. До скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока.